Я забыла купальник. Всем привет! Сегодня я отправляюсь в свое очередное путешествие. Это будет остров Мальта. Вылет из терминала 2 Барселона. Путешествие на самолете займет примерно 1,5 часа. Посмотрим, что меня там ждет. С вами Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал. Мне это очень важно для развития моего блога. Ну что, погнали! Одно из первых мест на Мальте, где мы решили пообедать, кебаб, потому что велико влияние арабов на это государство. Также салат смешанный и пирог из лука-порея. То есть частично это македонская кухня. Кстати, в этом месте второй апероль принесли бесплатно в качестве подарка от заведения. Остановиться я решила в городе Гзира, один из крупнейших городов на побережье Мальты. Сзади меня мы можем увидеть столицу. Столица Ла-Валета находится через пролив. Мальта – это небольшое островное государство, парламентская республика с населением чуть больше 500 000 человек. По площади занимает примерно 316 квадратных километров. Для сравнения, Москва – 2500 километров. И посмотрим, как вообще здесь по Мальте можно перемещаться. Можно взять машину в аренду, но дело в том, что поскольку Мальта очень долгое время была британской колонией, здесь сложилось левостороннее движение. Не всем удобно. Говорят, что здесь недорогое такси. Я хочу это проверить. Именно такси, которое можно заказывать через Uber и через Bolt. Также перемещаться можно на автобусах, на туристических автобусах. До Валета я собираюсь добраться на катере, который здесь ходит между городами как такси, как автобус. На прекрасной набережной города Гзиры, который продолжается в разные стороны до других городов, и можно прогуляться пешком, находится много киосков, где можно заказать себе различные туры в разные места, где покупаться, куда съездить, куда отправиться на экскурсию. Но также здесь находится государственная стоянка кораблей, и за 2 евро можно доехать в одну сторону до Валеты. Всего путешествие занимает 10 минут, и вы в столице. С вами Галя Карен. Не забывайте подписываться на мой канал. Это очень важно для развития моего блога. Столица Ла-Валета. Город-крепость. Заложенный в 1566 году. По размеру 500 на 900 метров, население 6000 человек примерно. Не самый большой город на Мальте. Находится внутри крепостных стен. И сейчас я стою у входа в город. Для развития Мальты больше всего сделали англичане. Вот в этом месте находилась железная дорога, которая шла от Валеты до Мдины. Мальтийцы в свое время сами попросили англичан защитить их, потому что они устали от французов, которые их грабили. И англичане очень много сделали для развития и культуры Мальты. Если мы посмотрим на схему Валеты сверху, то увидим, что улицы здесь сделаны прямо и перпендикулярно. Для чего это делается? Для того, чтобы создать вентиляцию в городе. Потому что летом, в августе, в июле очень жарко и душно. Для того, чтобы была вентиляция. Вот сейчас я нахожусь на Мальте в конце сентября, и погода стоит не то чтобы жаркая, но очень влажная и душная. И чтобы в каменном мешке сохранялась вентиляция, для этого была сделана такая схема расположения улиц.
Вот эти вот замечательные развалины совершенно не относятся к греко-римскому периоду. Это был оперный театр, построенный при правлении британцев. Во время бомбежек Второй мировой войны театр был разрушен. И впоследствии правительство Мальты не стало восстанавливать этот театр. Сейчас это считается зеленым театром под открытым небом. Сюда приезжают разные исполнители, джазовые, оперные и так далее. И здесь проходят концерты под открытым небом. Вот они, знаменитые балкончики и знаменитый грузинский зеленый. Я подхожу сейчас к монументу, где сидят два архитектора. Слева это Франческо Лапарелли. С ним связана очень интересная история. Рыцари попросили денег у Папы Римского, потому что фактически все это время они воевали против арабов. И подумали, что им необходимо вливание, а Папа Римский, человек богатый, может немножко одолжить им денег. Папа Римский не хотел раскошеливаться. В результате он прислал своего архитектора, которого здесь ненавидели. Это он спроектировал прямые и перпендикулярные улицы Валеты. И через год, оставив свои чертежи другому архитектору, благополучно сбежал. То есть рыцари были недовольны тем, как выкрутился Папа Римский. И все чертежи он передал в руки местному архитектору Джерому Кассару. Вот такой вот интересный памятник с интересной историей. Аберж де Португаль. Красивое здание в стиле барокко сейчас является офисом премьер-министра. Мальта настолько небольшое государство, что практически все друг друга знают. И, в общем-то, к премьеру-министру можно подойти, когда он выходит из машины, и задать какой-то вопрос. Можно посмотреть, в этом месте Валета видна насквозь. Вот он результат прямых и перпендикулярных улиц. Высокие дома всегда создают тень, и можно увидеть другую часть города. В таких улицах продувается все как кондиционером. В 1989 году на Мальте прошла на военном корабле встреча Горбачева и Буша, и они положили конец холодной войне. Вот она, мемориальная доска. Слева Буш, справа Михаил Горбачев. Верхние сады барака были построены итальянской ветвью ордена. Отсюда открывается потрясающий вид на город, на гавань, на порт. В верхних садах барака находится бюст Черчилля. И считается, что это самый достоверный бюст этого политика. Дворец международных отношений на Мальте. Мальтийцы шутят, что первые международные отношения заложил Наполеон, потому что, остановившись здесь, он оказался неравнодушен к жене владельца палаццо и на 6-й день съехал отсюда. Но вот мальтийцы оставили такую табличку, что первые международные отношения заложил Наполеон. То есть, если быть точнее, Министерство иностранных дел. На улицах Валеты полно магазинчиков с народными промыслами. Филигрань – это изделие из серебряной проволочки, мальтийское стекло и мальтийские кружева. Собор Святого Иоанна на Мальте – одно из культовых мальтийских мест. Был построен в XVI веке между 1573 и 1578 годом. Достаточно скромно украшенный снаружи, неожиданно оказался богатым и роскошным внутри, потому что он был перестроен, интерьер был перестроен в 17 веке, когда на Мальте господствовала мальтийская барокко. Мальтийская барокко – это то же самое барокко, то есть влияние деталей, символов, архитектурных излишеств. Здесь проводили богослужения рыцари ордена. Барокко активно развивалось на Мальте в 17-18 веке. Кстати, в это время господствовал орден Святого Иоанна. Это военный рыцарский орден. Мальта долгое время находилась под влиянием разных культур. Это были и римляне, и греки, и военные рыцари. В какое-то время, во время Наполеона, это были французы.
долгое время Мальта находилась под господством Британии и только в 20 столетии получила независимость как государство. Витые колонны отсылают нас к исходному храму в Иерусалиме, чтобы показать связь данного храма с Иерусалимом. Собор святого Иоанна Крестителя, главный собор ордена, очень красиво украшен. Расписывал его итальянский художник Матио Претти. У каждого рыцаря ордена еще при жизни появлялась своя плита, которую этот рыцарь заказывал еще при жизни, показывая своим друзьям, и чтобы посмотреть, как это будет выглядеть еще при жизни. То есть большинство рыцарей захоронено под этими плитами, ну, кроме тех, кто погиб в сражениях на море. Рыцари по праву рождения имели свой герб в центре, как, например, вот в этом случае. Интересная история реставрации этого собора. Еще несколько лет назад он был совершенно почерневшим и отсыревшим от местной влаги. Но хитрые мальтийцы сделали такую вещь, как, допустим, поскольку орден всегда был интернациональным, итальянская часть спросила, а где находится итальянский портал, и дали денег на реставрацию. Затем приехала французская делегация и поинтересовалась, а почему только эти отреставрированы? Ну, потому что итальянцы дали денег на реставрацию своих порталов. Тогда французы сделали то же самое. Считается, что такова история реставрации этого собора. В соборе находятся две картины Караваджо. Одна из них – «Усечение головы святого Иоанна». Одна из картин находится в таком месте, где сочетаются реальные окна с нарисованными. В подвале собора находится вторая картина Караваджо «Сен-Жером». Все барельефы, которые мы сейчас видим на стенах, вырезаны из камня и позолочены. Возможно, именно этим мальтийское барокко отличается от просто барокко. То есть все вот эти вот украшения не наклеены, вырезаны из камня. Более того, если мы посмотрим на украшения с торца, мы увидим, что все они находятся на одной плоскости. То есть ни один элемент не выходит по ширине за другой. Вот, посмотрите, пожалуйста, видите, все очень ровно. А вот пример того, когда герб расположен не по центру. То есть эта плита, рыцарство дано по милости. Великий магистр имел возможность давать звание рыцаря не по праву рождения, а по своей милости. Если простые рыцари были захоронены под плитами, то более высокие чины были похоронены вот в таких настенных саркофагах. Вот опять же пример витых колонн. Связь с оригинальным храмом в Иерусалиме. В росписи собора присутствует несколько фактов и секретов. Например, мы видим тени около фигур, слева и справа от окна. Издалека кажется, что фигуры объемные, но на самом деле это мастерство художника, который расписывал этот собор. Если мы посмотрим на роспись фрески над балконом, то мы можем увидеть, что даже сам главный магистр врачует и лечит, ухаживает за больным без своей шляпы. То есть ухаживать за больными в ордене считалось очень почетным и важным занятием. А это победа, которая топчет нечистых. Потому что на Мальте проходило очень много сражений. Вот еще один пример того, когда герб находится не по центру или даже наклонен. В
каждой стране есть свои особенности. Вот похоже на Мальте, это красота балконов. И город красиво перемещается вверх и вниз. Одна из центральных площадей города – площадь Святого Георгия. На площади Сан-Джорди можно спрыгнуть в маленький туристический автобус, который идет с небольшой скоростью. 20 минут маршрут продолжается по центру города. И стоимость одного билетика – 5 евро. Небольшая маленькая площадь. Площадь Независимости в центре столицы. И здесь находится памятник против оккупации Мальты во время наполеоновского нашествия. Памятник свободы. Смотрите, как разнообразна архитектура Мальты. Также здесь есть влияние не только барокко, но и влияние античности. В столице каждый дом соревнуется с другим своими балконами. Эта традиция иметь разные красивые балконы и украшать пошла с того момента, когда женщинам было запрещено выходить из дома, и они развлекались таким образом, что у каждой был балкон краше другого. Один из самых густонаселенных и дорогих районов в Слиме. Квартира в этом месте стоит по 800 тысяч евро. В бухте между столицей и Гзирой находится остров Епископа, остров Мануэль. Почему он назван островом Епископа? Потому что в свое время принадлежал церкви. Здесь была построена крепость, часовня в стиле барокко. Сейчас здесь находится яхт-клуб. Очень удивительная столица. Иногда идешь и просто упираешься в какой-то тупичок. Совершенно неожиданно. То есть она немножко выглядит заброшенной, где-то местами даже шарпанной. Но это выглядит очень красиво и художественно. Любители красивых видов могут прийти, пофотографировать, встать через небольшой залив, и церковь будет красиво отражаться в воде. Так как Мальта остров каменистый, на Мальте не так много пляжей с хорошим, удобным входом в воду. И один из них – это Голден Бэй с золотым песочком,
куда можно зайти. И, в принципе, будет удобно даже с маленькими детьми, потому что, чтобы дойти до глубины, нужно идти долго-долго. Добраться до Голден Бэя можно на автобусе, а можно на Убере. Я живу в другом конце острова, и Uber обошелся мне 20 евро. То есть, в принципе, из конца в конец можно проехаться за 20 евро. Со мной произошла немножко смешная история, я забыла купальник. Но оказалось, что в близлежащих отелях все еще продаются купальники, и этот вопрос мне удалось решить. Если быть более точной, то пляж называется Golden Bay. Но если вы скажете Golden Beach, то вас поймут. А это мой номер в отеле, моя капсула. В это время года, в середине сентября, он стоит 110 евро. Номер двухместный, просторный, есть возможность попить чай и кофе. Удобно, находится прямо на набережной города Гзира, в 10 метрах от гавани. В отеле, в котором я остановилась, есть два бассейна. Один на крыше и один с видом на залив, с видом на лодочке. Очень красиво получается. Почему это происходит? Потому что на Мальте в основном все берега каменистые и очень мало пляжей. Но, к сожалению, бассейн работает всего только до 6 часов. Сейчас идет дождь, поэтому можно наблюдать только одного человека плавающего. Была бы хорошая погода, бассейн был бы забит. Вкусно отобедать также можно в ресторане турецкой кухни. Разнообразные кебабы, шаурма сопровождается 5 салатами. Сегодня из Гзиры я отправляюсь на целый день на остров Гозу. Это тоже часть архипелага, на котором находится Мальта. Добраться туда можно только водным путем. Недалеко от моего отеля есть стоянка красных катеров, круизных катеров. И стоимость на целый день 50 евро туда и обратно, включая перемещение на автобусе Hop-on, Hop-off по острову. На Мальте снимается много разных фильмов благодаря достопримечательностям и красивому скалистому берегу. Вот это место, которое я сейчас проезжаю, было снято в Трое с Брэдом Питтом. Еще один остров архипелага, который сейчас находится передо мной, это остров Камина. Здесь только дикая природа, голубая лагуна, можно заняться дайвингом, нет ресторанов и достопримечательностей. Но очень красиво. К сожалению, в этот раз, скорее всего, я сюда не попаду, потому что мне лично хочется посмотреть достопримечательности и природу острова Гоза. И нужно было выбирать. В основном все здания построены в стиле мальтийского барокко. На Мальте я часто встречаю вот такие дверные ручки в виде рыбы. Этому есть несколько объяснений. Одно из объяснений, что Мальта – это остров, и очень долгое время простые люди проживали только с помощью рыбной ловли. Вторая версия – это то, что римляне посмотрели, что сверху Мальта похожа по своим очертаниям на рыбу. Это легенда номер 2, почему дверные ручки выглядят как рыбки. Ну и опять знаменитые мальтийские балкончики. Древнейшая крепость Гоза. Ее история уходит своими корнями в далекое прошлое. Историки считают, что это место было заселено еще в бронзовом веке. Позже это был Акрополь римского города Галлос. Чуть позже
убежище для местного населения. И во времена правления рыцарей ордена святого Иоанна это место было застроено как крепость и как убежище. Это приблизительно 15 век. На сегодняшний день крепость – это сочетание современных технологий и старины. Красиво укреплена конструкциями из стекла и бетона. Вы удивитесь, но населенные пункты на острове Гоза называются деревнями, то есть мало кто называет их городами. Жители деревень очень творческие и рукастые. Всегда были развиты ремесла, такие как плетение кружева, стекло, также украшения из серебра, филигрань. Внутри цитадели находится очень много памятников и музеев. Вот, например, особенность этого кафедрального собора в том, что он плоский, с плоской крышей, но внутри художник расписал купол так, что визуально кажется, что есть купол. На крыше цитадели есть кафе, в котором можно попробовать блюда местной кухни. Например, козий сыр, который производится только на острове Гоза. Крест на горе обозначает окончание крестного пути. На самом деле эти съемки я делаю сейчас с автобуса Хоп-офф, Хоп-он. Мы решили прокатиться по всему острову. Базилика Святой Девы Марии Тапину построена в неоромантическом стиле. Несколько раз перестраивалась и выглядит немножко как новострой-новодел. Считается церковью исполнения желаний. Вообще на острове Гоза трафик более опасный, более рискованный. Водители носятся, дороги узкие и очень много пробок. Мдина – это старая столица Мальты, построенная еще при римлянах. Дворец великого магистра Мануэля Вилена в Мдине. Вообще интересный персонаж. Он предложил испанской короне перестроить после землетрясения, перестроить Мдину. И в результате что он сделал? В результате он предложил свой чертеж, ему выделили небольшой участок, а он взял и провел реконструкцию Мдины, причем перестроил мост, перенес его на 12 метров в сторону. Слева святой Паблициус, первый христианский епископ на Мальте, который должен был защищать Мальту от христианства, но святой Павел излечил его отца. Поэтому он принял сан первого христианского епископа. В центре сам святой Павел, который бросает змею в костер. По легенде, когда он высадился на Мальте, он хотел согреться. А святого Павла везли в Рим, чтобы его казнить, как римского гражданина, за проповедничество христианства. Он бросил змею в костер, и с тех пор на Мальте нет змей. И святая Агата, которую преследовал один итальянский сицилийский чиновник, она великомученица, она держит в руках отрезанную грудь. Кстати, Мдина – это не только исторический памятник, здесь все еще живут люди.
Население чуть меньше 300 человек, а узкая улочка, которую мы сейчас с вами увидим, имеет такую форму для того, чтобы защищаться от обстрела стрелами. Посмотрите, пожалуйста, на этого персонажа на двери. Местные русскоязычные жители шутят, что это дальний предок Чебурашки. Вообще Мдина производит очень приятное, очень светлое впечатление. Этот балкон был снят в фильме «Граф Монте-Кристо». Граф Монте-Кристо выглядывает из окна напротив и направляет свой взор на этот прекрасный балкон. Мдина в основном так же, как и все здания на Мальте, подчиняется стилю мальтийского барокко. Это основной ведущий стиль архитектуры древней Мальты. Но встречаются такие красные телефонные будки, что напоминает нам о британском господстве, о британской эпохе в жизни Мальты. Все-таки барокко – один из самых привлекательных стилей в области истории искусства и архитектуры. Столько вариантов, даже игра цвета в камне, в позолоте, в деталях. Мдина – одна из самых высоких точек на Мальте. С нее открывается прекрасный вид. Можно увидеть весь остров, можно увидеть столицу. Вот это Ла-Валетта вдалеке. И перед нами храм Девы Марии в Мосте. Во время войны сюда летел снаряд, пробил купол, но никто не погиб. Считается, что Дева Мария защитила прихожан. Пастица – национальная мальтийская закуска. Может быть с сыром рикотты, может быть с горохом, может быть с курицей. Стоит, как правило, 50-60 центов. Сегодня мы приехали в рыбацкую деревушку Марсашлок. Она выглядит так же, как и много-много лет назад. Практически не изменилась. Местное население 3000 человек. Мужчины в основном занимаются рыбной ловлей. Самое примечательное место здесь – это церковь Святой Марии Помпейской. Это центр города. Рыбацкая деревня выглядит как и много лет назад. Почему? Потому что здесь нет абсолютно современных построек. Мужчины выходят в море на лодочках желто-синего цвета с глазами Осириса. Считается, что Осирис защищает рыбаков от всяких плохих происшествий и дает возможность вернуться живыми и невредимыми в порт. То есть церковь – основная достопримечательность и центр поселка. Поселок еще славится тем, что здесь часто проходят разные рыбные фесты, фиесты, фестивали и рыбным рынком. Церковь Святой Марии Помпейской. Это единственная станция на Мальте, которая снабжает весь остров энергией. Здесь нет своих ресурсов, все это привозится и подвозится, газ подвозится на корабле. А это британский форт. Такие сторожевые посты находятся и башни находятся по всему острову Мальта. Этот был построен в 1776 году, и камни для постройки привезены с Гозо, с острова Гозо. Но сейчас это сооружение не используется по назначению. А вот здесь находятся соляные озера. Я, к сожалению, отсюда не могу их увидеть сверху, но сюда заливаются в небольшие озерца вода, солнце выпаривает саму воду, и остается соль.
А вот эти вот немножко невзрачные домики – это летние домики. Ближе подойти к этой бухте не получится, потому что вот здесь вот есть заграждение, чтобы защитить купающихся. Это Санкт-Петербург, такой природный пляж, куда съезжается большое количество любителей покупаться на Мальте. Такие красивые дикие берега. А это вот такое вот окно между двумя бухтами. Получается, большой и малой бухтой. Местные называют ее окном. На набережной Гзиры, помимо ресторанов, располагаются киоски со свежевыжатыми соками, коктейлями и с мороженым. Заканчивается мое приятное путешествие на остров Мальта. Осталось много достопримечательностей, которые можно посмотреть, потому что это густонаселенное место, обладает мощной историей, и сюда можно приезжать еще несколько раз, чтобы увидеть все. С вами была Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал, и вы узнаете много нового об истории и культуре разных стран. Всем пока!